Демоны, кажется, согласились, потому что свечи погасли, и в комнате сверкнула молния, а затем раздался громкий раскат грома, оставивший след на лбу Дага. Он вернулся домой, и через некоторое время у его жены начались схватки и родился мальчик, но как только ребенок заплакал, в комнате снова сверкнула молния, и статуя Будды упала. А далее вбежал внутрь, пока повитухи с криками ужаса убегали. Он заглянул внутрь, увидел свою жену с младенцем на руках, которого она назвала Хакамару. Одна из пожилых женщин, кажется, тоже в шоке, когда Даига забирает мальчика из рук жены, но когда он разворачивает ткань, он с ужасом видит, что у мальчика нет кожи, конечностей и внутренних органов, и он едва дышит, весь в крови. Жена смотрит на Даига и умоляет его оставить мальчика и воспитать его как своего собственного, но Даига просто смеется и говорит, что демоны забрали то, что хотели. И теперь он станет самым могущественным человеком в королевстве. Он смотрит на жену и говорит, что они родят еще одного ребенка, и отдает мальчика пожилой женщине, чтобы она оставила его умирать в воде. Жена плачет и умоляет его оставить мальчика в живых, но Даига удерживает ее, пока женщина уносит ребенка. Она подходит к берегу реки и пытается утопить ребенка, но видя, что он дышит, она передумывает, кладет его в лодку и отпускает, говоря, что теперь его может спасти только удача. В этот момент за ее спиной появляется гигантский монстр и разрывает ее на части, убивая на месте. Кажется, что бродячий музыкант с музыкальным инструментом замечает неладное, и хотя он слеп, он чувствует монстра рядом с собой и выхватывает меч, чтобы убить его одним ударом. Но мальчик продолжал плавать на своей лодке, и однажды его нашел человек по имени Чукай, который раньше был солдатом. Его работа заключалась в пытках врагов. Но однажды он отказался от этого и решил искупить свои грехи, делая протезы для тех, кто их потерял, и стал врачом. Он подобрал Хакимару, который, к его удивлению, все еще дышал и сосал палец на руке. Он забрал его к себе домой и вырастил как собственного сына, сделав ему новые протезы, потому что никогда раньше не видел ребенка, родившегося без конечностей. Прошло несколько лет, и Хакимару стал мальчиком, который бегал и играл среди деревьев. Чукай позволял ему делать все, что он хочет, потому что он был очень любопытным, сильным и сообразительным ребенком. Он научился различать еду, когда схватил краба, но отец отвел его домой, где они приготовили и съели его. Однажды, когда Чукай рубил дрова, Хакимару зашел в лес, и на него напал огромный волк-демон с невероятно длинными когтями. Волк повалил его на землю, а Хакимару обхватил его руками, чтобы защититься. Волк попытался укусить его, но Хакимару увернулся и дал Чукаю достаточно времени, чтобы тот нашел его и бросил топор в волка, ранив его и отпугнув. Чукай был в шоке, увидев настоящего демона, ведь он только слышал о них. Он отнес Хакимару домой и обработал его раны, после чего уложил его в постель. Но вдруг Хакимару просыпается и смотрит в потолок. Чукай пытается понять, что случилось, и видит, что на потолке притаился демон, который хочет убить Хакимару. Хакимару убегает, и Чукай понимает, что демоны охотятся за Хакимару из-за какого-то проклятия. Он не хочет, чтобы мальчик погиб, поэтому на следующий день дает ему деревянный меч и начинает учить его сражаться, потому что он не всегда будет рядом, чтобы защитить его. Сначала Хакимару не умел обращаться с оружием, но он тренируется и проходит несколько сезонов, а он продолжает заниматься и становится все лучше и лучше. Проходит несколько лет, и теперь он уже взрослый юноша, который отлично владеет мечом и легко может убить демона простым деревянным мечом. Каждый день он ходит в лес и встречает новых демонов, которых убивает, а потом возвращается весь в крови и ранах, но он не чувствует боли. Поэтому не понимает, что ранен и истекает кровью. Из-за этого он ничего не боится и не думает о последствиях, когда бросается в бой, не думая о том, что может пострадать. Чукай перевязывает его раны и думает, стоит ли ему запретить убивать демонов, ведь он не хочет, чтобы Хакимару пострадал. Но на следующий день на Хакимару снова нападает демон, и когда он убегает, демон хватает его за ногу своим языком-хамелеоном и тащит к себе. Хакимару в ответ вонзает демону в лицо деревянный меч и убивает его. Чукай подбегает к нему, чтобы проверить, все ли с ним в порядке, но внезапно Хакимару падает на землю, его тело начинает трястись, и одна из его искусственных ног отваливается. На месте протеза начинает формироваться новая настоящая нога из плоти и костей, что шокирует Чукай, ведь он понятия не имеет, как такое могло произойти. Чукай понимает, что кто-то заключил сделку с демонами, пожертвовав телом бедного парня, и теперь, убивая демонов, Хакимару постепенно возвращает свои конечности. Это заставляет его понять, что Хакимару хочет вернуть свое тело и не остановится, пока не получит желаемое,
поэтому Чукай решает дать ему настоящий меч. И с тяжелым сердцем прощается с ним, прежде чем обнять его в последний раз, перед тем, как Хакимару отправится в опасное путешествие, чтобы убивать демонов. Хакимару переезжает из города в город в поисках монстров. И однажды, стоя на мосту, он чувствует приближение монстра из реки и замечает, как несколько мужчин избивают маленького мальчика, который, похоже, что-то у них украл. Они избивают мальчика, но он пытается сопротивляться и дважды бросает в них камни, прежде чем его избивают еще сильнее, и, наконец, толстяку это надоедает. И он решает убить бедного ребенка, погрузив его голову под воду. Внезапно они замечают, что куча мусора, которая, казалось бы, просто плывет по реке, превращается в монстра, похожего на покемона. Монстр тут же проглатывает толстяка, съедая его заживо, а затем хватает и двух его дружков, мгновенно убивая их. Монстр схватил и маленького мальчика и уже собирался съесть его, когда Хамура снял свой протез, чтобы показать лезвие меча внутри. И сразил монстра, спасая мальчика, прежде чем тот напал на него. Он быстро взбирается на мост и убирает вторую руку, обнажая еще один клинок, и начинает уворачиваться от монстра, который безжалостно атакует его, даже забираясь на мост. Мост рушится под тяжестью демона, и падающий брус убивает монстра. Хакамура вылезает из воды, и тут к нему подбегает мальчик с протезами на руках и представляется как Дорора, прежде чем помочь ему снова прикрепить руки. Дорора пытается заговорить с ним, но понимает, что Хакамура не может ни видеть, ни говорить, и в основном похож на Хелен Келлер, как и все его друзья. Части тела кажутся протезами, но внезапно он начинает сильно дрожать, когда маска спадает с его лица, и Дорора видит под этой маской мышцы без кожи, которые быстро покрываются кожей, когда он получает свое лицо обратно от демонов, с которыми заключил сделку его отец. Хакамару снова отправляется в путь, в то время как Дорора, все еще потрясенный увиденным, следует за ним, задавая вопросы и пытаясь заговорить с ним, но все, что он получает взамен, это молчание. Хаак и Мару полностью игнорируют его и продолжают идти, пока не сворачивают к кусту и не начинают есть гроздь ягод с куста. Дорора сопровождает его, продолжая задавать ему всевозможные вопросы. Затем Хакимура подходит к реке и, убрав руки, начинает готовить шашлык из рыбы и собирается съесть его сырым, но Дорора останавливает его и говорит, чтобы он приготовил его первым. Дорора быстро принимается за дело и показывает Хакамару, почему его называют японским медведем-гриль. Он быстро разводит огонь трением, чем вызывает зависть у ютуберов, которые снимают видео о выживании. Затем он нанизывает рыбу на палку и начинает готовить ее на медленном огне, пока Хакамару с нетерпением ждет. Как только рыба готова, он достает ее и протягивает Хакамару, который сначала пробует ее, а потом жадно начинает есть. Они оба едят, а потом Дорора ложится рядом и, проснувшись от плохого сна, подходит к Хакамару, прежде чем снова заснуть. На следующее утро, пока Хакамару ловил рыбу, Дорора подбежал к нему и сказал, что они могут заработать хорошие деньги, потому что в соседней деревне есть демон, и жители готовы заплатить тому, кто его прогонит. Он привел Хакамару в деревню, где они встретились с одним из старейшин, который сказал, что они действительно хотят, чтобы кто-то избавился от демона, и пригласил их переночевать в сарае. Дорора, похоже, был очень рад, что у него есть крыша над головой и полный желудок. Но когда он попытался заговорить с Хакамару, внезапно подул ветер и погасил свечу. А затем раздался звон, и в сарай вошло демоническое существо и подошло к Дорора. Он испугался до смерти и побежал к Хакамару, прося его убить монстра, но Хакамару не сдвинулся с места и даже не пошевелился. Дорора пытается вытащить свои руки, чтобы достать клинок, но Хакамару по-прежнему молчит и спокойно смотрит прямо перед собой, а Дорора уже жалеет, что пошел с ним. К счастью, демон просто разворачивается и, позвякивая колокольчиком, выходит из сарая. Дорора смотрит на Хакимару и кричит на него, что тот ничего не сделал, утверждая, что он бесполезен, потому что даже не заметил, как появился демон. Услышав шум, в сарай заходят несколько жителей деревни и спрашивают, что случилось. Дорора врет им, что они встретили монстра, но тот убежал, как только увидел Хакимару, и они решили убить его завтра ночью. После этого жители деревни уходят, а он и Хакимару ложатся спать. На следующее утро их будет староста деревни, которая говорит, что глава деревни хочет с ними встретиться, но сама прийти не может, потому что больна. Хакимару и Дорора идут за ней в красивый особняк. Когда парень вталкивает их внутрь и закрывает дверь, они оказываются в темной комнате, которая внезапно освещается красивой женщиной, лежащей на кровати. Она представляется главой деревни и тепло приветствует их, а потом говорит, как рада видеть их в своем доме. Хакимару тут же достает меч и пытается подбежать к женщине, но Дорора останавливает его, говоря, что женщина не монстр и что он ведет себя как полный придурок.
Услышав шум, в комнату вбегает толпа селян и, увидев Хайкамару с мечом в руке, сразу же замечает его и Дорора, прежде чем вывести их и бросить в камеру. Дорора кричит на него за то, что он напал на бедную больную женщину, и говорит, что уйдет, как только они выберутся отсюда. Вдруг он замечает, что в камере есть еще один заключенный, который оказывается тем самым странствующим монахом, который должен был убить монстра, когда Хайкамару остался в реке. Он тоже слепой, но, кажется, чувствует, что уже видел Хайкамару раньше. Дорора спрашивает его, почему он здесь, и монах отвечает, что его тоже позвали сюда, чтобы избавиться от демона, но в итоге он оказался в тюрьме, как и они. Он рассказывает монаху о том, что сделал Хайкамару. Но монах отвечает, что после сражений с демонами, не видя их, такие люди, как он и Хайкамару, развили острое чутье, которое позволяет им видеть душу внутри тела человека. Оказывается, он видит Дорора как белое пятно, что означает, что его душа чиста. Вдруг в их комнате гаснут свечи, и монах с Хайкамару настороженно прислушиваются, чувствуя что-то неладное. Из колодца появляется демоническая рука, и Хайкамару тут же отрубает ее мечом, а затем идет по следу. Монах хватает Дорора и тащит его за собой, утверждая, что должен быть выход, и они оказываются в особняке госпожи. Хайкамару не ждет, пока она откроет дверь, и выбивает ее ногой. Она все еще сидит там, но на этот раз выглядит гораздо более устрашающе. Она пытается поговорить с ними, спрашивает, зачем они пришли. Но священник говорит Дорора, что ее душа черна как кровь, а значит, она уже не человек. Как только женщина понимает, что ее раскрыли, она превращается в демона, а Хайкамару достает мечи, готовясь к бою. Она издает рев, разбрасывая вокруг колючки, и бьет Хайкамару хвостом, когда он пытается напасть на нее. Она снова атакует его, но он уклоняется и бросается на нее, а она пытается ударить его щупальцами. Но Хайкамару удается увернуться, потому что все удары приходятся на его протезы, и он остается невредим. Хайкамару наносит удар и рассекает ей оба глаза. Она кричит от боли и отступает, а старейшина деревни пытается поймать Хайкамару сетью, крича, чтобы монстр убегал. Монстр тут же убегает в лес, а Хайкамару разрезает сеть и бросается в погоню. Дорора кричит на мужчину, что он позволил монстру сбежать, и оказывается, что этот человек заманивал путников в деревню, обещая им гостеприимство. А потом кормил их монстру, чтобы тот не трогал жителей деревни. Хакимару преследует монстра, пробираясь через бамбуковый лес, а тот останавливается и бросает в него острые бамбуковые колья. Один из бамбуковых кольев пригвоздил его к земле, но внезапно появившийся прошлой ночью колокольный монстр отвлек демона, дав Хайкамару возможность сбежать. Он полоснул демона по лицу, и женщина снова превратилась в демона, который заявил, что другие демоны убьют Хикимару, и он никогда не сможет вернуть себе тело. Затем Хикимару пронзил демона в голову, убив его раз и навсегда, а старейшина деревни упал на землю, опечаленный смертью демона. Они снова услышали звон колокола, и жители деревни закрыли уши, а потом все пошли туда, где стоял другой монстр, и он исчез, показав Дорора место, где зарыты деньги. Это его смутило, но священник догадался, что колокольный монстр должно быть один из путешественников, которых убил демон. Старейшина деревни ответил, что раньше их деревня была очень бедной, а потом однажды в деревню пришел демон и убил одного из путешественников. Сначала жители деревни испугались, но потом узнали, что у путешественника было много денег, и в итоге он их украл. Это натолкнуло их на мысль, и они заключили сделку с демоном, чтобы он не нападал на жителей деревни, а они будут давать ему людей, а взамен забирать все их деньги. Дорора извиняется перед Хайкамару за то, что назвал его Хелен Келлер, и выглядит очень подавленным, но Хайкамару останавливает его и пишет свое имя на песке, чтобы тот тоже его запомнил. Внезапно Хайкамару начинает испытывать мучительную боль, хватается за лицо и кричит, чем пугает Дорора и священника. Оказывается, после убийства демона к Хайкамару возвращается способность чувствовать боль. Он может ощущать прикосновение и боль. Это кажется ему слишком тяжелым, ведь все это для него в новинку, поэтому он просто ложится на землю, пока священник и Дорора разговаривают у костра. Вдруг Хайкамару встает, подходит к огню и пытается наступить на него, но обжигается, потому что теперь чувствует боль. Он падает, но решает попробовать еще раз, потому что ему не нравится это ощущение, и он хочет, чтобы оно исчезло. Он снова собирается обжечься, но Дорора отталкивает его от огня и велит ему заткнуться и лечь спать.
На следующий день священник уходит, а Дорора и Хаэмимару отправляются в другую деревню, где начинается дождь, который восхищает Хаэмимару, и он стоит под дождем несколько часов, потому что впервые чувствует капли на своей коже. Дорора сидит у храма и ждет, пока Хаэмимару наиграется с дождем, чтобы они могли идти дальше, когда вдруг его окликает молодая женщина и спрашивает, все ли с ним в порядке. Дорора оборачивается и видит красивую молодую женщину в оранжевом платье. Он говорит ей, что Хаэкамару ничего не слышит, и звать его бесполезно, но она все равно продолжает звать его, думая, что Дорора шутит. Однако, когда она понимает, что Хаэкамару — это Хелен Келлер, она поворачивается к Дорора, который спрашивает, о чем она молилась. И она отвечает, что молилась о возвращении своего брата с войны, которая закончилась 5 лет назад. Дорора смотрит на нее и спрашивает, думает ли она, что он умер, но она качает головой, говоря, что он был отличным бойцом и не мог так легко погибнуть. Их разговор прерывается, когда к ним подбегает старик, но падает и истекает кровью, прося о помощи. Дорора и Хаэкамару подбегают к старику, но он уже мертв. Хаэкамару бежит в лес. Дорора бежит за ним и догоняет его, когда тот внезапно останавливается. Они видят на земле несколько мужчин и женщин, которые лежат в луже крови. Дорора чувствует, что что-то не так, и быстро выхватывает меч, когда на него сзади нападает седой мужчина с красивым мечом. Хаэкамару уворачивается от атаки и отталкивает его, и они оба падают. Дорора спрашивает мужчину, не он ли убил этих людей, и тот просто отвечает, что его меч жаждал крови, и он сделал то, что хотел меч. Он объясняет, что это проклятый меч, который жаждет человеческой крови, и как только кто-то берет его в руки, он подчиняет себе этого человека и заставляет его убивать, чтобы утолить свою жажду. Дорора понимает, что этот парень сумасшедший, потому что он говорит, что его меч все еще хочет крови, а Дорора видит, что человек, который держит меч, кажется, не виноват, потому что его душа чиста, а меч покрыт кровью. Мужчина с невероятной скоростью приближается к Хикимару, нападая на него, но тот блокирует первую атаку и отступает. Мужчина продолжает нападать, и Хикимару вынужден уклоняться, но мужчина все равно продолжает атаковать. И их мечи несколько раз скрещиваются, прежде чем мужчина останавливается и говорит Хикимару, что они равны по силе. Затем мужчина пытается нанести быстрый удар, но Хикимару удается увернуться, но мужчина быстро наносит еще один удар, едва задевая щеку Хикимару, но пуская кровь. Хикимару отступает к самому краю обрыва, и мужчина думает, что победа близка, и пытается ударить Хикимару, но тот блокирует удар своей искусственной ногой. Меч застревает в ноге, и Хикимару отбрасывает его, обезоруживая мужчину, а затем пытается перерезать ему горло. Мужчина отступает и падает с обрыва, сильно ударяясь о землю внизу. Тагура подбегает к Хикимару и протягивает ему искусственную руку, а сам ищет ногу. Он замечает вдалеке ногу с торчащим из нее мечом и пытается вытащить его, но как только он прикасается к мечу, тот овладевает его телом, и он не может его отпустить. Когда Хаэгамару приходит проверить его, тот уже убежал, поддавшись силе проклятого меча. Солнце наконец садится, а Дорора все еще бродит с мечом в руке. Кажется, он устал после целого дня ходьбы, но меч не отпускает его, как бы он ни старался. В конце концов он натыкается на двух деревенских жителей, вышедших прогуляться ночью, и они подходят к нему, чтобы сказать, что в этом районе опасно гулять одному. Но как только они приближаются, он замахивается на них мечом и едва не ранит, разрезая одежду одного из них, когда они убегают в деревню. Хакумару наблюдает издалека, как Дорора направляется в сторону деревни и идет за ним. Он наконец добирается до деревни и видит, как Дорора идет к домам. Он встречает его. Хакумару замахивается на Дорора, который дважды уворачивается, а затем пробегает мимо него, пытаясь убежать, но Хакумару тут же ловит его и снова пытается ударить мечом. А Дорора уворачивается, подпрыгивая в воздух и падая на землю. Хиекимару нападает на Дорора, а тот пытается защититься мечом и дважды блокирует его атаки, прежде чем закрыть глаза, когда Хакумару снова опускает на него меч. К счастью, Хакимару целился только в проклятый меч и обезоружил Аура, вырвав меч из его рук. Аура падает от усталости, но Хакимару не успевает перевести дух, потому что к нему подходит мужчина с серебристыми волосами и снова хватает меч. Он рад, что снова обрел меч. Он говорит Хакимару, что раньше был благородным самураем,
но однажды его господин приказал ему казнить невинных людей с вражеской территории. Когда он отказался, господин дал ему новый меч и приказал казнить одного из жителей деревни, иначе он убьет всю его семью. Не имея выбора, он подошел к жителю деревни, вытащил меч и занес его над головой невинного человека, но понял, что лезвие заржавело и затупилось. Господин начинает смеяться, когда невинный человек страдает, и говорит парню, что меч был спрятан на чердаке и должен был быть волшебным, который становился острее с каждой каплей крови, но он подумал, что это сказка. Однако что-то меняется в парне, и он начинает яростно рубить голову невинного человека. Удивительно, но меч становится острее. Господин смеется и приказывает убить всех остальных невинных жителей, но парень уже полностью под контролем меча и убивает всех жителей деревни, прежде чем повернуться к господину и сказать, что меч все еще жаждет крови и убил их тоже. С того самого дня он бродит по деревням, убивая всех, кто попадается ему на пути, в бесконечных поисках, чтобы утолить жажду своего меча. Он тут же нападает на Хаякамару, который блокирует его удары, и седовласый мужчина продолжает атаковать его бесконечными выпадами меча. Их мечи снова скрещиваются, и Хаякамару уклоняется от следующего удара, а затем они снова встают спиной к спине. Седовласый мужчина поворачивается и пытается одним ударом покончить с Хаякамару, но тот снова использует свою искусственную руку, чтобы блокировать меч, и достает второй меч, нанося удар мужчине и ломая его меч, когда тот падает на мокрую землю, что приводит к смерти. Внезапно из соседнего дома выбегает та самая молодая женщина, которую они встретили в храме, подбегает к телу умирающего мужчины и начинает плакать. Оказывается, это был ее брат, который ушел на войну и не вернулся. Дорора сочувственно смотрит на нее и возвращает руки Хаякамару, но тот вдруг хватается за голову и снова чувствует боль, а потом у него отваливаются уши. И он впервые в жизни слышит все звуки. Дорора и Хаякамару покидают деревню и разбивают лагерь у ручья на ночь. Хаякамару слишком потрясен новым чувством звука и не может сосредоточиться или понять, что происходит вокруг. Он все еще закрывает уши руками, чтобы не слышать звуки, причиняющие боль. Дорора говорит ему, что он должен быстро привыкнуть, но ему жаль его. Поэтому он закрывает уши куском ткани, чтобы звуки казались тише, и это помогает, потому что он выглядит более спокойным, чем раньше. Пока Дорора говорит, Хаякамару чувствует приближение монстра и вовремя уворачивается, когда мимо них пролетает гигантская птица-демон. Он достает свои мечи, но демон возвращается, чтобы напасть, и Хаякамару снова уворачивается и пытается атаковать, но промахивается. Птица снова нападает и на этот раз сбивает Хаякамару с ног. Он поднимается, но отвлекается на звуки, которые раздаются рядом с ним, и снова падает, когда птица его ударяет. Дорора понимает, что в следующий раз, когда птица нападет, ему придется помочь. Он говорит Хакуимару, откуда она нападает, и ему удается несколько раз ранить птицу, прежде чем она хватает его когтями и пытается улететь. Он снова и снова ранит ее, но сам получает серьезные травмы. Птица роняет его на землю и улетает, но возвращается для новой атаки, пока Хаякамару лежит на земле раненый. К счастью, из ниоткуда появляется священник и одним фантастическим ударом убивает птицу. Хаякамару кажется в шоке, он сидит неподвижно, потому что все эти новые ощущения для него слишком сильны. Они кладут его на ткань, и священник немного перевязывает его раны, а Хаякамару снова закрывает уши, пытаясь заглушить звуки. Дорора говорит священнику, что к нему вернулся слух, но теперь он чувствует слабость, на что священник отвечает, что он просто еще не привык к этому, и пытается убрать руку Хакамару, но у него не получается. В ту ночь они спят на земле, но на следующее утро Хакамару будет прекрасный голос девушки, которая поет песню. Он идет на звук к ручью и видит девушку, которая умывается. Он подходит ближе и пытается дотронуться до нее, как мой дядя-извращенец, но спотыкается, потому что его тело все еще ранено. Девушка поддерживает его и спрашивает, все ли с ним в порядке, но он, конечно, не может ответить, поэтому молчит. К счастью, Дорора подбегает к нему и объясняет девушке, что с ним случилось, а она представляется как Мио и радостно предлагает ему прилечь, чтобы она могла его перевязать, потому что у нее есть лекарство. Они заходят в разрушенный храм, где она просит их сесть, а Хакамару ложится на пол от жара, пока Дорора кладет ему на лоб мокрое полотенце. Она возвращается и говорит, что живет здесь с группой детей-сирот, которые потеряли все из-за войны, и теперь им не к кому обратиться за помощью. В итоге они подружились, и она самая старшая в группе, поэтому заботится обо всех. Она зовет остальных детей, которые прятались снаружи, и они заходят внутрь.
Один из ребят, который кажется самым старшим, заходит с метлой и говорит всем уйти, чтобы Мэя могла немного поспать перед работой. Он объясняет, что Мэя работает на одного из лордов, потому что снова назревает война. Войска стоят неподалеку, поэтому она работает на них по ночам, обслуживая солдат, которые отправляются на войну. Она встает и с улыбкой выходит из комнаты, а мальчик говорит ей, чтобы она поела перед сном. Он также приносит Дороре и священникам картофельную кашу, а потом идет мыть посуду. Дорора подходит к нему и спрашивает, не может ли он помочь, но мальчик отказывается, говоря, что он гость. Дорора настаивает, и он начинает показывать свои навыки уборки, пока солнце садится. Майо выходит из своей комнаты и говорит всем, что идет на работу, поэтому они должны позаботиться друг о друге. Она заходит в комнату Хакамару и проверяет его температуру, чтобы убедиться, что с ним все в порядке и он просыпается. Затем она выходит из дома. Она начинает напевать песню, а Хайкамару с тоской смотрит, как она уходит в лес. Священник тоже решает прогуляться и говорит Дорора, что постарается найти безопасный путь для них, чтобы они не попали на войну. На следующее утро Хакимура просыпается рано и сидит на ступеньках храма, ожидая ее возвращения, и выглядит счастливым, когда она приходит и замечает его. Он смотрит на нее, а Дорора говорит, что он может видеть цвет души человека и легко может узнать, где живут демоны. Но Хакимару это не особо волнует, и он показывает на ее рот, шевеля губами. Она не понимает, что он пытается сказать, но он продолжает повторять этот жест, и Дора думает, что он хочет, чтобы она спела. Она немного смущается, но потом начинает петь, а Хаякимуру с удовольствием слушает, потому что ее голос не причиняет ему боли. К тому времени, как они заходят в дом, возвращается священник, и они все вместе садятся в одной из комнат. Священник сообщает, что нашел свободный участок в лесу, в очень безопасном месте, куда не доберется армия. Земля там плодородная, и они смогут выращивать еду, если захотят. Похоже, Мэя очень рада этому и говорит священнику, что постарается переехать туда как можно скорее, но священник отвечает, что там уже живет демон, который живет в песчаном кратере перед домом. Услышав это, Хайкимару тут же встает и идет к дому. Священник пытается остановить его, говоря, что он еще не оправился от ран, полученных в предыдущей битве, но Хайкимару не преклонен и продолжает идти. Священник тяжело вздыхает и говорит Дорара, чтобы она оставалась здесь, а он пойдет за Хайкимару и попытается победить демона. Когда они подходят к дому, рыцарь падает, и священник показывает Хайкимару, где находится демон. Хайкимару тут же достает меч, но морщится от боли, потому что раны снова открылись. Священник говорит, что им нужно вернуться и подождать, пока он не поправится, но Хайкимару отказывается. Внезапно из кратера появляется демон и начинает кружиться, поднимая песок и затягивая их в воронку. Хакамамару тут же прыгает с камня на камень, стараясь не попасть в воронку, а священник пытается атаковать демона, но промахивается. Это дает Хакамару шанс, и он тут же прыгает на демона, пронзая его мечом, но демон отталкивает его и глубоко впивается зубами в его ногу, пуская кровь. К счастью, священник успевает вытащить Хакамару из воронки, пока тот кричит от боли, потому что его нога полностью откушена. Старый священник спас его и отнес обратно в старый храм, где их встретил Дорора, который рассказал, что Хакамару был еще слаб и не оправился от предыдущих ран, поэтому потерял ногу. Они быстро занесли его внутрь и начали промывать рану, когда вернулась Майо. Она была в ужасе, увидев Хакамару в таком состоянии, и тут же начала помогать промывать его раны. Вечером Хакамару вспомнил о сражении с жутким монстром-насекомым и попытался придумать, как его победить. Устав ждать и желая подарить Мио этот дом, он решил встать, опираясь на меч, но тут же упал. Мио подбежала к нему и снова уложила, сказав, что ему нельзя вставать, пока он не выздоровеет. Она заговорила с ним и попросила что-нибудь сказать, потому что никогда раньше не слышала его голос. Хакимура, однако, совсем не умеет разговаривать и просто показывает на свои уши, говоря, что его собственный голос слишком громкий и он его боится. Майя смеется над ним и говорит, что он скоро научится с этим жить, а потом решает спеть ему песню, потому что ему это нравится. Хайкимура с восхищением слушает ее, а Дорора и старый священник смотрят издалека, все еще не веря, что Хайкимуре действительно нравится чей-то голос. Она говорит Хайкимуре, что обычно поет эту песню, когда ей грустно, но с тех пор, как он появился здесь, она стала петь ее, когда ей весело. Затем она спрашивает Хайкимуру, не считает ли он, что ее душа испорчена, потому что она работает на обе стороны в войне. Но Хайкима видит в ней только чистую душу и берет ее за голову, чтобы показать ей это. Вечером она снова уходит на работу и говорит Дорора, чтобы он следил за тем, чтобы Хайкимура не выходил из дома и даже не думал идти сражаться с чудовищем любой ценой. Дорора возвращается к Хайкимуре и видит, что тот вырезает из дерева ногу, но Хайкимура останавливает его и начинает кормить и поить.
Потому что обезвоживание – главный убийца людей после Гитлера. На следующее утро, когда Дорора просыпается, он видит, как Хайкимура тренируется с новой деревянной ногой на земле, а дети смотрят на него с восхищением. Майя снова уходит на работу и снова говорит Дорора, чтобы он не выпускал Хаякимуру из дома. Один из мальчиков рассказывает Хикимару, что они нашли кучу крутых вещей и отвели его туда, где показали ему кучу ржавых мечей, оставшихся после войны. Дети говорят, что они взяли мечи на память о том, что им пришлось пережить, и у них только одна общая цель в жизни – построить рисовую ферму, где они смогут выращивать и есть столько риса, сколько захотят. Они же азиаты, чего еще от них ждать? Ночью Хикимару решает сбежать и снова сражается с демоном. Он бегает вокруг монстра, атакуя его с разных сторон. Но это не помогает, и тогда он прибегает к очень опасной тактике, подбегает к демону, прыгает вокруг него и бьет его прямо в лицо. Демон быстро откусывает его вторую деревянную ногу, снова поймав его, но Хикимару достает один из мечей, который ему показывал мальчик, и вонзает его в пасть демона, а потом подпрыгивает и отрубает ему голову, убивая его. Дорора тоже приходит на место сражения и видит, что его отрубленная нога снова приросла после убийства демона. Они вместе идут к храму, чтобы сообщить всем радостную новость. Но вдруг Хикимару останавливается и указывает на храм, откуда поднимается дым. Они бегут вверх по ступенькам и с ужасом видят, что самураи убивают всех детей и сжигают храм. Дорора подходит ближе и с ужасом видит, что Мио и все дети лежат на полу мертвые, а командир отряда смотрит на него и спрашивает, не из их ли он. Дорора совершенно не понимает, что происходит, и пытается подбежать к Мио, чтобы проверить, жива ли она, но командир хватает его и швыряет на землю. Затем он подходит к нему и замахивается мечом, чтобы убить, но ему отрубают руку. Наш мальчик Хайкимару, ничего не понимая, подходит ближе, но ничего не видит, но чувствует, что что-то не так. Дорора подбегает к Мио, пытаясь спасти ее, а Хайкимару окружен солдатами. Он стоит и смотрит на Дорора, не понимая, что произошло, и тут слышит предсмертный голос Мио, поющий песню, которую он так любит. Это приводит его в ярость, он понимает, что она мертва, и его крик заглушает все остальные звуки. Он теряет контроль и приходит в бешенство. Он вонзает меч в шею первого врага, убивая его на месте, затем уворачивается от удара другого солдата и тоже убивает его. Затем он убивает еще 3 солдат, крича от боли, потому что единственный голос, который мог его успокоить, умолк навсегда. Он подходит к другому солдату и рубит его как салат, безжалостно убивая последнего солдата, а затем направляется к однорукому командиру, который пытается отступить и просит пощады, говоря, что девушка была шпионкой, потому что работала в обоих лагерях. Но Хакамаре плевать на это, он идет к нему, готовый убить. Но Дорора подбегает и изо всех сил останавливает его, говоря, что он не должен становиться монстром и должен держать себя в руках. Хакамару отталкивает его, но Дорора снова хватает его, а командир быстро убегает. Дорора показывает ему мешочек с рисом, который принесла Мио и хотела посадить в землю, чтобы вырастить рисовые поля. Он говорит, что она никогда не теряла надежду и веру в человечество, даже в таких ужасных обстоятельствах, и он тоже не должен. Это ломает Хакамуру, он падает на колени, обнимает свою возлюбленную, а потом прощается с ней, и храм вокруг них рассыпается в пыль. На следующий день они решают продолжить путь и снова идут по дороге, стараясь не вспоминать об этом событии. Хакамару и Дорора снова идут по лесу, и Дорора смотрит на молчаливого Хакамару, который все еще держит мешочек с рисом, который принесла Мио, и все еще мучается от воспоминания об этой открытой ране. Дорора пытается заговорить с ним, но, как обычно, он молчит и просто идет вперед. Дорора даже пытается его пощекотать, чтобы рассмешить, но Хакамару не двигается. Вдруг они слышат мужской голос неподалеку, и Дорора сначала думает, что мужчина смеется над ним, поэтому начинает кидать камни во все стороны. Но потом замечает, что мужчина запутался в паутине среди деревьев. Хакамару видит паука-монстра и тут же прыгает на дерево и разрезает паутину, чтобы освободить мужчину, прежде чем монстр нападет на него. Он уворачивается и наносит удар монстру, раня его, но монстр отталкивает его и опутывает своей паутиной, пригвоздив к дереву, а затем убегает. Они пытаются догнать демона, но теряют его в лесу, а потом выходят к обрыву. Дорора, однако, замечает вдалеке деревню и, кажется, радуется, что теперь они могут туда пойти и, возможно, найти еду.
Они заходят в деревню, но видят, что она хорошо охраняется, повсюду расставлены стражники. Дорора спрашивает, зачем нужны такие меры предосторожности, и один из стражников отвечает, что ночью в деревне были похищения. И они просто пытаются убедиться, что никто из людей не пострадал. Они подходят к храмовой лестнице, и Дорора говорит, что похититель должно быть паукообразный монстр, и если они смогут его убить, то наверняка получат награду. Монстр же превращается в бледную женщину, одетую во все белое, и лежит на цветочном ложе, совершенно беспомощная и слабая, потому что этой ночью ей не удалось высосать жизненную силу ни у кого из людей. Клянусь, я видел точно такую же сцену в одном из анимационных видео о культуре, которые смотрю по ночам, когда хочу подрочить. На следующее утро добрый человек находит демона, лежащего без сознания, и сразу же подходит проверить, как она. Она просыпается и кажется в шоке от того, что находится рядом с человеком при свете дня, но он тут же извиняется за то, что напугал ее, и говорит, что проводит ее до своего дома, потому что она выглядит очень слабой и уставшей. Демон слишком слаб, чтобы что-то сделать, поэтому она решает подождать, пока мужчина проводит ее до дома и усадит у стены. Мужчина быстро накладывает в миску приготовленный для себя завтрак и протягивает его демону, говоря, чтобы она поела. Кажется, она ведет себя как невоспитанная американка, которая не умеет пользоваться палочками для еды и начинает есть руками. Индейцы официально тобой гордятся. Несмотря на свои сомнения, она находит блюдо очень вкусным и съедает его, а потом спрашивает доброго мужчину, ел ли он что-нибудь. Мужчина лжет ей, отвечает, что уже поел перед уходом на работу. По дороге на работу он встречает Хайкамару и Дорора, которые тоже бродят по деревне, собирая информацию, и замечают, что в мире и Новисе собралась огромная толпа. Они узнают, что за поимку похитителя назначена награда, и это придает Дорора сил. Он с гордостью заявляет, что они обязательно получат награду, когда победят монстра, который похищает людей. После этого Хайкамару и Дорора снова идут к лестнице у храма, где едят дикие ягоды, которые им удается найти, и ждут наступления ночи, чтобы найти демона и убить его, забрав награду. Добрый человек тоже возвращается домой, где находит женщину, которая ждала его. Он подходит к ней, смотрит на ее бледное лицо и говорит, что она выглядит еще слабее, и решает принести ей еще еды, но замечает таракана в ее миске. Вместо того, чтобы убить его, он подходит к открытому окну и выпускает его на улицу, говоря, что каждая живая тварь заслуживает шанса на жизнь. И нельзя отнимать жизнь у кого-то, несмотря ни на что. Женщина находит этого мужчину очень странным, но просто съедает еду, которую он ей дал, не сказав ни слова. Поздно ночью женщина просыпается и видит, что добрый мужчина спит. Она подходит к нему и уже собирается высосать его жизненную силу, но вдруг вспоминает его добрый поступок и решает просто съесть оставшуюся еду и снова ложиться спать. На следующее утро Хакимару и Дорора выглядят очень уставшими, потому что они всю ночь ходили по деревне, но не нашли ни одного монстра. Они снова видят огромную толпу людей, собравшихся в том же месте, и узнают, что награда за поимку монстра снова увеличена, потому что прошлой ночью был похищен человек. Это удивляет Дорора, потому что они всю ночь ходили по деревне и не видели ни одного демона, так что это не мог быть демон. Он с грустью смотрит на Хака и Марио. Оба очень голодны, потому что не ели 2 дня. Они решают вернуться к храмовой лестнице и снова дождаться ночи, а если не найдут монстра, то уйдут утром. Кай, с другой стороны, возвращается домой ночью и находит женщину в очень плохом состоянии. Она кажется очень слабой. Он измеряет ей температуру и говорит, что в деревне нет врача, и что нужно как можно скорее увезти ее отсюда, пока ей не стало хуже. Но это легче сказать, чем сделать, потому что местный правитель не разрешает никому покидать деревню, чтобы заставить людей работать как можно больше и получать больше дохода. Однако мужчина говорит ей, что знает секретный проход и что он отведет ее туда как можно скорее. Он берет женщину-демона и бежит к скалистой части деревни, где нет охраны, потому что оттуда невозможно сбежать, но он нашел путь, о котором никто не знает, и может им воспользоваться, когда захочет. Как ни странно, мужчина снова сталкивается с Дорора и Хайкамару, которые патрулируют деревню в поисках демона. Женщина сразу же узнает Хайкамару, который напал на нее в деревне, и это подтверждает, что она и есть паучье чудовище, и Дорора говорит Хайкамару поймать ее, потому что она похитила ребенка, чтобы получить награду. Дорора говорит доброму мужчине отойти в сторону, иначе она похитит его и высосет из него все соки, потому что она чудовище. Однако мужчина, к удивлению, просто встает перед ней, защищая ее от любой опасности, и говорит, что она не сделала ничего плохого, потому что это он заставляет людей исчезать из деревни. Все кажутся в шоке, но он отвечает, что уже некоторое время помогает жителям деревни сбегать через потайной ход, потому что условия работы в деревне очень плохие, и лорд заставляет их работать в опасных местах, почти не платя за это.
Поэтому он помогает им сбежать из деревни, чтобы они могли жить в безопасности и счастливо. Внезапно, однако, услышав громкие голоса, к ним подбегает группа охранников, которые, кажется, готовы схватить и мужчину, и женщину. Двое охранников бегут к ним, чтобы схватить мужчину, но демон тут же превращается в Человека-паука, притягивает их к себе, высасывает их жизненную силу и, кажется, немного восстанавливает свои силы. Хакамару тут же достает меч и бежит к ней, но она просто бросает в него свою белую накидку, опутывает его паутиной и убегает. Дорора помогает ему выбраться из паутины, и он тут же бежит за ними вместе с Дорора, а охранники начинают свистеть, чтобы позвать подкрепление. Демон с помощью паутины переносит мужчину через обрыв, и мужчина спрашивает, убивает ли она людей, на которых охотится. Однако, к ее удивлению, она отвечает, что люди для нее ценный источник энергии, поэтому она высасывает лишь немного их жизненной силы, что не причиняет им особого вреда, и оставляет их в покое, чтобы они могли быстро восстановиться. Дорора и Хайкамару спускаются к подножию скалы и оглядываются, чтобы найти группу охранников, которые тоже преследуют демона, поэтому они выбирают другой путь. Но охранники прибывают первыми и начинают стрелять в человека и демона. Две стрелы попадают в человека, и он падает на землю, истекая кровью. Это злит демона, и она быстро залепляет раны паутиной, чтобы остановить кровотечение. А затем отбивает остальные стрелы и хватает нескольких охранников, превращаясь в настоящего монстра. Она хватает остальных охранников и пытается утащить их за собой, но Хакимару останавливает ее, отрубая паутину, и нападает на нее, отрубая ей руку. Она отбрасывает Хайкамару ногой, ранив его, и он лежит на земле, а она подходит к раненому мужчине, проверяя, как он, и говорит ему, что он должен выжить. И она отнесет его в ближайшую деревню, чтобы найти врача. Хайкамару поднимается и направляет на нее меч, готовый сражаться, но она оборачивается, понимая, что это будет смертельный бой. Но мужчина говорит ей не убивать никого, и Хайкамару замечает, что ее душа снова становится белой, а не красной. И она возвращается к мужчине, чтобы убедиться, что с ним все в порядке. Хакамару и Дорора в конце концов отпускают их, понимая, что демон может просто высосать немного жизненной энергии человека, и они смогут жить вместе вечно. На следующее утро они снова отправляются в путь, потому что в этой деревне им ничего не удалось заработать. Проходит несколько дней, и Хакамару с Дорора ищут другую деревню, где можно отдохнуть. Но когда они проезжают по каменистой местности с кучей геотермальных источников, Дорора спрашивает Хакамару, не чувствует ли он запах. Оказывается, что у Хакамару до сих пор не восстановилось обоняние, потому что его не беспокоит неприятный запах, исходящий от химических веществ и газов, которые выделяются из земли. Однако, пока они шли, они вдруг увидели группу мужчин, одетых в белое, и девушку, похожую на невесту. Они немного понаблюдали за ними и уже собирались идти дальше, когда из-за горы выбежал мальчик, похожий на Иноски, и прицелился из лука, выстрелив в процессию, которая остановилась позади них, потому что он плохо прицелился. Мальчик быстро натянул тетиву, но Дорора остановил его, крича, что он подвергает опасности жизни людей без причины. Мальчик попытался оттолкнуть его и выстрелить, но Дорора снова остановил его. Мальчик сказал, что они собираются выдать невесту замуж за монстра, и он не позволит этому случиться. Дорора, однако, посоветовал ему успокоиться, потому что они опытные охотники на демонов и убьют монстра вместо него. Он приводит их к краю обрыва и показывает деревню, над которой нависло огромное темное облако. Мальчик говорит, что это облако – само чудовище, которое уже несколько веков беспокоит соседние деревни. По его словам, если облако приближается к деревне, то жители должны отдать ему невесту, иначе оно поглотит всех жителей деревни. Мальчик представляется как Сару и говорит, что считает женщину в свадебном платье своей сестрой и не может позволить чудовищу ее съесть, чего бы это ни стоило. Дорора смотрит на него и говорит, что они позаботятся об этом, но предупреждает, что их услуги не бесплатны. Мальчик говорит, что это не проблема, и протягивает им горсть жуков и блестящую желтую штуку. Дорора понимает, что у мальчика ничего нет, чем он мог бы заплатить, но вдруг замечает, что блестящая желтая штука – это кусочек золота. Он смотрит на мальчика и спрашивает, где тот его нашел, и тот отвечает, что нашел его в реке неподалеку, и у него много золота, которое они могут забрать, если победят чудовище. Дорора в восторге и говорит, что они берутся за работу. Они поднимаются на холм и видят женщину в белом платье, сидящую на камне, а рядом с ней двух охранников, которые не дают ей сбежать, хотя она уже связана веревкой. Дорора и Сару прячутся за скалой и вырубают охранников дубинками, а потом Сару подбегает к своей сестре и быстро разрезает веревки, которыми она связана, и говорит, что пришел спасти ее. Но она просит его бежать, потому что если она уйдет, чудовище сожрет всю деревню. То Дорора представляется и говорит, что они не позволят этому случиться и сами убьют демона.
Девушку это не убеждает, и она спрашивает, как они собираются убить облако, но Дорора отвечает, что если оно ест людей, значит у него есть рот и живот. И Хаекамару разрубит его на куски, убив демона. Внезапно Хаекамару достает свои мечи, и Сару говорит, что чудовище приближается. Тут же темное облако окутывает их и засасывает двух мужчин, которые только начали приходить в себя, и Дорора в ужасе видит, как они падают с неба, разрубленные на куски. Дорора кричит Хаекамару, чтобы он напал на чудовище, но тот не отвечает, потому что не знает, где оно. Для него все облако красное, и он ничего не видит внутри, понятия не имея, где, черт возьми, находится демон. Это был первый раз, когда Хаекамару полностью потерял все чувства и был совершенно беспомощен, не зная, что делать. Пока Хаекамару был в замешательстве, демон попытался напасть на Сару, но в последний момент его сестра бросилась вперед, оттолкнула его и пожертвовала собой ради его спасения. Демон тут же пожирает ее и улетает, не оставляя ничего, кроме пустой белой одежды, а черное облако рассеивается. Сара падает на колени, смотрит на клочок одежды, который остался от сестры, аккуратно складывает его и забирает в свое жилище, где он живет. Хакимару и Дорора следуют за ним, и Дорора заходит в дом и удивляется, увидев, что там полно странных вещей, таких как луки и стрелы, палки и камни и так далее. Сарва объясняет, что его родители умерли, когда он был совсем маленьким. И с тех пор он живет здесь один, без чьей-либо помощи, сам охотится, сам готовит и сам себя защищает. Но единственное, что он ненавидит в этом мире, это люди, потому что они приходят в его горы и сжигают его дом, говоря, чтобы он убирался отсюда, потому что они построят здесь лучшие деревни. Мальчишки даже кидают в него камни, как будто он какое-то животное, прогоняют его. Но однажды он поранился, когда шел через горы, и сидел на земле, когда к нему подошла молодая женщина и спросила, все ли с ним в порядке. Сарва, конечно, опасался людей, поэтому сразу же взял камень, чтобы защититься. Но женщина спокойно сказала ему, чтобы он успокоился, села рядом и перевязала его раны, чтобы он снова мог ходить. С того дня он стал приходить в деревню, чтобы посмотреть, как она выполняет повседневные дела, потому что это напоминало ему о том, каково это иметь маму. Затем он оглядывается на Дорора и говорит ему, что он отомстит, неважно с ним или без него. Дорора, конечно, говорит ему, что они помогут, но выйдя из пещеры, видит, что Хакамару сидит как девчонка Эма за камнем и кидает камни в соседние валуны. Дорора объясняет ему, что Хакамару грустит и растерян, потому что впервые в жизни он не может полагаться на свое зрение. Сару и Дорора замечают, что вдалеке над деревней снова нависает облако. Дорора спрашивает Сару, почему облако все еще там, ведь по легенде оно должно исчезнуть, но Сару отвечает, что демон должно быть разозлился, потому что они пытались украсть его невесту. Дорора смотрит на Сару и говорит, что если они смогут выманить монстра из облака на солнечный свет, у них будет шанс победить его. И решает действовать по этому плану на следующий день, прежде чем лечь спать. Хак и Муру, однако, не могли уснуть и все думали о своем провале, хотя они ничего не могли сделать. Наступает утро, и Дорора приступает к осуществлению своего плана. Он переодевается в белое свадебное платье и садится на тот же камень, ожидая, когда появится демон. Немного погодя появляется демон и начинает кружить вокруг него, желая укусить, но Дорора убегает и дразнит его. Демон бросается за ним, но Дорора удается увернуться от атаки, и прежде чем демон успевает напасть снова, он просто прыгает в небольшую дыру, спасаясь. А потом выскакивает с другой стороны, и демон снова бросается за ним. Но когда он убегает, его одежда цепляется за камни, и он падает, а демон продолжает его преследовать. Дорора тут же сбрасывает с себя одежду и ныряет в дыру, едва успев спастись. После этого начинается вторая часть их плана. Сару, наблюдающий за всем этим с вершины скалы, достает лук и пускает горящую стрелу в сторону гидротермальных источников, где бродит демон, пытаясь найти Дорора. Как только стрела касается земли, происходит мощный взрыв, и все вокруг охватывает пламя. Дорора бежит вверх по холму, чтобы увидеть, как действует их план. Демон охвачен огнем, и даже облака начинают рассеиваться. Кажется, они очень рады, что их план сработал, но вдруг демон сворачивается в клубок, гася огонь, а затем выпускает из своего тела облако пепла. Демон снова поднимается и уже готов напасть на Дорора и Сару, которые стоят на открытом месте, но тут в демона попадает стрела. Он оборачивается и видит Хаекамару, который стреляет в него из лука. Хотя стрелы не причиняют демону никакого вреда, Дорора понимает, что Хаекамару использует звук стрел, чтобы определить, где находится демон. Как только он понимает, что демон близко, он выхватывает мечи и прыгает в воздух, нанося удар по глазу демона, ослепляя его, и тот падает на землю. Однако демон снова поднимается и отбрасывает его в сторону, собираясь прикончить, но тут вмешивается Дорора и прыгает со скалы с веревкой на поясе.
Он привязывает другой конец веревки к голове демона и кричит, чтобы Хикимару следовал за его голосом, пока он находится на голове демона. Демон пытается сбросить его, пробираясь сквозь груду камней, и один из камней попадает Дорора в голову, отчего тот теряет сознание. Хакамава кричит, зовет его, но демон снова отбрасывает его. Он достает оба своих меча, все еще крича, когда демон нападает на него сзади, но он успевает остановить его атаку своим мечом. А демон бьет его щупальцами вокруг рта, прежде чем отбросить в воздух. Демон тоже взлетает, решив прикончить его, когда Дорора приходит в себя и кричит Хикимару, указывая, где находится голова демона. Дорора уклоняется от атаки демона и пронзает один из оставшихся глаз, рассеивая облако вокруг них. Но оказывается, что у демона две головы, и вторая бросается на него, но Хакамару решает запрыгнуть ей в пасть, прежде чем разрубить ее изнутри, убив демона. Демон рассыпается на куски, и они падают в воду внизу. Сару тут же подбегает к ним, спрашивая, все ли с ними в порядке, и вдруг замечает, что его сестра тоже лежит в воде. Он подбегает к ней и обнимает, думая, что она умерла, но она вдруг начинает кашлять и приходит в себя. Дорора и Хакамару тоже встают, когда у Хакамару начинает болеть голова, и вдруг его протез отваливается, а на его месте вырастает новый нос. Он тут же прикрывает нос, потому что вокруг стоит ужасный запах. Сара, как и обещала, дает Дорора горсть желтых камешков, но когда он разжимает кулак, то видит, что это просто мусор, а не золото. Он спрашивает про золотой слиток, который Сара дала ему раньше, но она отвечает, что ничего об этом не знает, и называет это просто золотыми камешками. Дорора тяжело вздыхает, но решает не обращать на это внимания. Даже женщина дарит ему красивый цветок в знак благодарности, и они расходятся, а наши герои снова отправляются в путь. Хакамару продолжает нюхать цветок, потому что ему не нравится запах вокруг. Прошло несколько дней, но Хакамару не надоело его новое обоняние. Он продолжает нюхать каждый цветок вокруг и даже хватает Дорора за голову, чтобы понюхать его. Ему удается вырваться, но он спотыкается и падает на землю. Хакамару поднимается, но его снова сбивает с ног лихорадка, от которой ему так плохо, что лицо краснеет. Хакамару не теряет времени и поднимает его, а потом они идут дальше по дороге, бесцельно блуждая в поисках помощи. Он спрашивает у прохожего, не может ли тот помочь, но тот просто игнорирует его и уходит. Гакимару продолжает идти пешком и в конце концов встречает садовника, который отдыхает под деревом. Он просит у садовника помощи, но тот говорит, что если он хочет, чтобы ребенок выздоровел, то нужно как можно скорее отвезти его к врачу. Гакимару не знает, что делать, поэтому просто садится под деревом в тени, надеясь, что прохлада поможет снизить температуру у Дорора. К счастью, в этот момент мимо проходит монахиня и спрашивает, как себя чувствует Хакамару. Она смотрит на Дорора, а затем ведет его в свой храм, где укладывает на соломенную циновку и прикладывает к его лбу мокрую тряпку, чтобы сбить температуру. Дорора приходит в себя и пытается встать, говоря монахине, что если он не пойдет с Хакамару, то тот оставит его и уйдет без него. Монахиня успокаивает его, объясняя, что Хакамару просто пошел за водой и не бросит Дорора. Он успокаивается, надеясь, что с монахиней все в порядке, и спрашивает, живы ли его родители, особенно не умерли ли они. Дорора рассказывает, что его отец и мать были главами очень известной разбойничьей банды, у которой было много последователей, и они сражались с самураями. Они любили сидеть у костра по ночам, рассказывая о войнах и охоте, но однажды ночью самураи напали на их лагерь. Бандиты были не готовы к нападению, и почти сразу же их перестреляли, но они успели поднять тревогу, и завязалась битва. Это было очень опасно, но отец Дороры и его лучший друг смогли одолеть почти всех самураев и одержали победу в этой схватке, укрепив свою дружбу и союз. Несколько дней спустя Дорора спрашивает отца, почему он так ненавидит самураев, и тот отвечает, что они сжигают их поля, убивают их мужчин и разрушают их дома, а потом забирают их женщин и детей в рабство. И все это во имя войны. Вот почему он собирается отомстить за каждую семью, которую разрушили кровожадные самураи. Но тут вмешивается его лучший друг и говорит, что он уже отомстил сполна, и что, по его мнению, им нужно присоединиться к одному из лордов, потому что они щедро заплатят. Но тут вмешивается мама Дорора и говорит, что он сошел с ума, потому что это противоречит их убеждениям, и что они никогда так не поступят. Потому что именно эти лорды развязывают войны и не считают, что на этих жалких фермеров стоит обращать внимание.
внимание. Парень пытается их переубедить, но отец Дорора превращается в Уилла Смита и дает своему лучшему другу пощечину, приказывая ему больше никогда об этом не говорить. Несколько дней спустя они решают напасть на лагерь самураев, и у них все получается. Они застают их врасплох. Они начинают атаку, но почти сразу же самураи разворачиваются и расстреливают их в упор, потому что, похоже, были готовы к такому нападению и даже знали, откуда оно последует. Отец Дорора тут же бросается назад и прикрывает собой Дорора и его мать, чтобы защитить их от стрел, которые летят в них. Несколько стрел попадают в него, раня отца Дорора. Оказывается, что лучший друг предал их и рассказал самураям об их плане в обмен на помилование и высокую должность. Они окружают троих разбойников, а отец Дорора кричит на своего лучшего друга за то, что тот предал товарища, но как только он встает, в него снова попадает несколько стрел. Лучший друг говорит ему, что эпоха самураев прошла, и что ему нужно больше думать головой, чем махать кулаками, бьет его по лицу его же собственным оружием и оставляет их умирать. Отец Дорора и его мать продолжают идти вперед, становясь все слабее и слабее, потому что у них нет еды. Они так голодны, что вынуждены искать еду на телах мертвых солдат после кровавой битвы. Однажды они проходили мимо деревни, когда увидели, как самураи сжигают деревню и нападают на ее жителей. Это злит отца Дорора, но мать успокаивает его, говоря, чтобы он не вмешивался. Но один из самураев замечает его и приказывает остальным напасть. Один из них нападает на него, но отец Дорора просто использует свой наyaната, чтобы насадить его на вертел, и прежде чем остальные самураи нападают на него, он убивает его. Он бросается на первого нападающего, сбивает его с ног, а затем кидает меч в двух других, раня их в ноги. Другой парень нападает на него и ломает его магнату, но он все равно убивает его. Внезапно один из солдат пронзает его копьем в спину, смертельно раня. Он оборачивается и хватает солдата, вонзая в него копье, убивая его, но и сам умирает в процессе. Дорора кричит, зовя отца, а мать пытается его успокоить, но теперь, когда даже ее муж мертв, она слабеет с каждой минутой. Они вместе идут по разрушенным деревням, разоренным землям и бесплодной почве, когда однажды незнакомец говорит ему, что в храме раздают еду. Мать сразу же ведет его туда и встает в очередь, где вдруг замечает, что раздающий еду никто иной, как лучший друг ее мужа. Он замечает ее и подходит, насмехаясь над ней и спрашивая, где ее муж, и улыбается, когда она отвечает, что он мертв. Дорора хватает камень, чтобы бросить в него, но мать говорит ему не делать этого. Раздающий еду вдруг кричит, что еды мало, и все начинают толкаться, чтобы получить хоть что-то. Мать Дорора проходит вперед и умоляет мужчину дать ей еды, но тот говорит, что у нее даже нет лука. Она просто протягивает руку и просит его насыпать ей еду. Он выглядит удивленным, когда видит, что еда горячая и не знает, что делать, но тут подходит его лучший друг и говорит, чтобы он отдал ему эту еду. Он высыпает горячую еду ему в руки, обжигая его, но тот не роняет ее и просто отходит в сторону, говоря Дорора, чтобы он поел, когда еда остынет. Через пару дней она уже совсем ослабела, спотыкается о красные лилии и падает от усталости. Дорора умоляет ее не умирать и обещает, что больше никогда не попросит у нее еды, но она просто говорит, что любит его, и закрывает глаза, чтобы уснуть навсегда. Бедная монахиня плачет, услышав его трагическую историю, когда Хакамару приносит ей воду, в которой она так нуждалась. Через 3 дня Дорора чувствует себя лучше, и они снова отправляются в путь. Хаякамару и Дорора прибывают в следующий город, который, кстати, находится под властью отца Хаякамару. Он об этом не знает и вместе с Дорора ходит по городу, смотрит представление о том, как лорд Дага победил целую армию демонов. Там они встречают старого священника, и после представления Дорора рассказывает ему, что случилось с Мио и остальными. Священник выглядит грустным, но когда его спрашивают, что он здесь делает, он отвечает, что в округе все очень плохо, но здесь пока еще все спокойно. Говорят, что это из-за лорда Дайго, который поймал в храме целую толпу демонов, и Будда благословил его за это, поэтому эта местность процветает. Но он хочет сам в этом убедиться. Дорора объясняет, что они просто проходят мимо и хотели бы посмотреть, есть ли здесь демоны. Хакамуру слышит, как двое мужчин разговаривают о том, что они попрощались и пошли каждой своей дорогой. Разговор идет о чем-то связанном с демонами. Они подошли к мужчинам и спросили, о чем они говорят, и один из них ответил, что эта область отделена соседней стеной. Несмотря на то, что эти две области сейчас воюют друг с другом, легенда эрменов гласит, что когда-то эта стена была границей. Однако во время конфликта только один участок стены сохранился благодаря усилиям корпорации Трамп. Этот участок называли легендарной стеной Бамина. Но теперь он всегда окружен демонами и врагами из соседних королевств.
Если кто-то попытается пересечь стену, враги убьют его. Дорора и Хайкимару решают посетить стену и идут на огромное поле, посреди которого стоит высокая стена. Они подходят ближе, чтобы рассмотреть ее, и когда Дорора выглядывает из-за угла, он видит множество скелетов, пронзенных стрелами и приколотых к стене. Это были люди, которые пытались взобраться на стену. По словам жителей этого региона, большое количество демонов собирается в этом месте из-за того, что здесь лежат мертвые тела. Внезапно их прерывает мальчик и говорит, чтобы они уходили, потому что их могут застрелить вражеские лучники. Хакимару прикасается к стене и говорит Дорора, что чувствует присутствие монстра, но не может определить, где он находится. Дорора гордо отвечает, что они здесь, чтобы победить демона, который находится за этой стеной, несмотря на то, что мальчик предлагает им ограбить трупы в другом месте. Это вызывает у мальчика интерес, и он предлагает им сытный ужин. Он рассказывает, что во время войны его разлучили с семьей, потому что они оказались по ту сторону стены, но его поймали прежде, чем он смог перейти. С тех пор он пытается найти способ безопасно перейти через стену, чтобы воссоединиться с семьей. Он говорит, что весь день со стороны врага дежурят лучники, и он никак не может перейти. Дорора спрашивает, почему он не может перейти ночью, и мальчик отвечает, что ночью никто не может перейти через эту часть земли, потому что здесь обитает дух лисы. Дорора, однако, успокаивает его, говоря, что ему не о чем беспокоиться, потому что Хакимару разберется с демоном, и хотя обычно они берут деньги за такие услуги, но поскольку он их накормил, они сделают это бесплатно. Мальчик очень рад и настойчиво благодарит их. Они ждут вечера и выглядывают из-за угла, когда вдруг видят, что лучники покидают свои позиции и уходят обратно в лес, испугавшись демонов. Внезапно обстановка меняется, и из леса появляется дух зеленого цвета, который кружится вокруг и принимает форму лисы. Но этого оказывается недостаточно, потому что за ним появляется еще несколько духов лис, и они начинают приближаться к ним. Один из духов нападает на Хакимару, который достает свой меч и разрубает духа пополам. Другие духи тоже нападают на него, но он уворачивается от их атак и рубит всех троих, убивая их на месте. Он продолжает рубить духов, давая мальчику надежду на воссоединение с семьей, когда вдруг лиса начинает выть, и вокруг них собирается энергия духов. Глядя на их огромное количество, Хакимару убирает руки с мечей и начинает рубить духов на куски, пока они нападают на него. Но он не может справиться с таким количеством и получает удар от одного из них. Дорора понимает, что Хакимару трудно, поэтому он сразу же хватает камни и начинает бросать их в духов, отвлекая их. Мальчик смотрит на двух людей, сражающихся с духами, и понимает, что у него есть возможность убежать в лес и пересечь границу, поэтому он убегает. Дорора замечает его и пытается остановить, потому что одному идти опасно, но на него нападает дух, и тут появляется Хакакамару и снова разрезает духа на кусочки. Он говорит Дорора, чтобы тот бежал за мальчиком, а он отвлечет духов, и Дорора благодарит его, прежде чем убежать в другую сторону, чтобы попытаться найти мальчика. Духи поднимаются в небо и превращаются в огромного девятихвостого лиса, почему бы и нет. Он снова и снова уворачивается от ударов, но гигантский лис-демон слишком быстр и прижимает Хакакамару к земле. Если честно, это очень странно. Дорора с другой стороны пробирается в лагерь врага как идиот, выкрикивая имя мальчика, и его вместе с мальчиком ловят охранники. Хакакамару все еще прижимает к земле монстр, но он отталкивается ногами, чтобы подпрыгнуть, и отрубает одну из лап монстра, снова вступая в схватку. Внезапно в него летит град стрел, и лис исчезает. Хакакамару встает и оборачивается, чтобы увидеть своего отца Дайго и его солдат, которые стоят с натянутыми луками и направленными на них стрелами.